Схема, из чего будет состоять шумоглушитель. Фланцы я вырезал, центральная часть сетчатая собрана, замотал мембрану. Основная масса утеплителя уже внутри. Так, схема, из чего будет состоять у нас, собственно говоря, шумоглушитель. Два фланца круглых, вот этот диаметр 200 мм, побольше диаметр 300 мм. У нас 200-й воздуховод, соответственно, внутренняя часть 200, наружная 300, а пространство между ними 5 см здесь и здесь будет заполняться минеральной ватой. Два фланца, в них вставляются отводы из 200-й трубы стальной, кусочки отрезаются. И основное тело, рабочая область глушителя, труба из сетки стальной сварной. Сам этот патрубок, обернутый мембраной, он будет заворачиваться в минеральную вату, пятерочка 5 см. И все вместе будет обернуто в корпус из нержавейки. Промежуточный результат. Фланцы я вырезал и вот так устанавливаем. Это наружная часть, фланец побольше размером, это внутренняя. Дальше вот это пространство герметим силиконом. Еще один промежуточный результат. Фланцы и центральная часть сетчатая собраны. Собран уже практически корпус. Замотал мембрану, потом это все прижмется ватой внутри корпуса. Внешне он очень похож на заводской. Единственное, что выдает, это заглушки деревянные. ДСП, потому что стенка толстая, можно спокойно закрутить сюда саморез. Если мы бы использовали какую-нибудь тонкую фанеру, то уже пришлось бы вот это крепление как-то придумать. А сейчас я саморезами с пресс-шайбой это скручу. Заложу сюда вату и сверху еще из трубы крышку сделаю. И ее тоже либо на саморезы, либо на заклепки. Все соединения здесь герметятся, здесь скотчем проклеиваются. И все, глушак будет готов. Финишная прямая. Все, добор прикручен. Основная масса утеплителя уже внутри. Осталось тут добрать кусочком. Вот, все это дособрать до конца. Механически собранное изделие. Крышка на клапы, так называемые, это саморезы для профилей гипсокартоновых. Саморезы с пресс-шайбой. Изделие готово к герметизации. По стыку раструбы фланца силикон, по корпусу и фланцу силикон и плюс скотч. По стыку корпуса, где крышка и основная часть, алюминиевый скотч. Важно очень герметизировать, потому что через эти щели будет свистеть. Довольно неприятный, сильный шум. А мы от него максимально стараемся уйти. Поэтому вентиляционщики рекомендуют герметизировать, проклеивать даже заводские глушители, потому что их просто скручивают на саморезы и все. Труба работает как резонатор, только усиливает звук. И усиливать она будет именно шум от вентилятора. Глушитель и его структура построена так, что она поглощает звуковые волны и делает нашу вытяжку максимально тихой. Проводим натурный эксперимент, как работает звук в обычной прямой трубе в воздуховоде и как звук работает в глушителе.